В начале 2004 года компания Sony Ericsson представила мультимедийный телефон среднего класса, который должен был стать преемником успешной модели T610. Благодаря своим продвинутым характеристикам, улучшенной камере и функции видеосъемки, устройство вышло за рамки T-серии и было отнесено к новой линейке камерафонов, получив название Sony Ericsson K700. На момент появления в продаже летом 2004 года стоимость этого телефона в России составляла примерно 12,5 тысяч рублей, а за год снизилась до 8 тысяч. Он выпускался только в серебристом цвете. Устройство имеет телефонную книгу на 510 контактов, 40-голосную полифонию, возможность отправки MMS-сообщений, поддержку Java, GPRS 10 класса, инфракрасный порт, Bluetooth версии 1.2, MP3-плеер, радиоприемник, диктофон, камеру с разрешением 0,3 мегапикселя с подсветкой и возможностью видеосъемки и 41 мегабайт встроенной памяти. Высота телефона около 10 см, ширина примерно 4,5, вес 93 грамма. Толщина телефона чуть менее 2 см. Дисплей выполнен по технологии TFT. Он отображает до 65 тысяч цветов и имеет разрешение 176 на 220 пикселей. Заявленное время работы от аккумулятора на 700 мАч около 15 суток в режиме ожидания и 7 часов в режиме разговора. Снизу, за заглушкой, расположен двухсекционный разъем. Его правая сторона предназначена для подключения зарядного устройства, левая – для гарнитуры. Отдельные аксессуары задействуют обе секции сразу, например, кабель для синхронизации. Рядом находится микрофон и отверстие для ремешка. На левом торце кнопка камеры и качелька регулировки громкости. На правом кнопка доступа к интернету. Сверху инфракрасный порт и кнопка включения устройства. Она начинает мигать при низком уровне заряда. Сзади находится камера. Вокруг нее подсветка, зеркальце для автопортретов, антенна и динамик. При первом включении устройства пользователя встречает мастер настройки, предлагающий выбрать язык пользовательского интерфейса, настроить дату и время, скопировать номера с сим-карты в память телефона и изучить инструкцию по работе с некоторыми клавишами. Навигация по устройству осуществляется джойстиком, который стал центром полукруга, элемента оформления, который становится более заметен при активации подсветки. На фоновых рисунках каждой предустановленной темы оформления присутствует зеркальный полукруг, который дополняет первый до полного круга. Этот акцент выглядит особенно эффектно с анимированными обоями главного экрана, которыми оснащена каждая из 4 встроенных тем. Все уведомления и различные пиктограммы отображаются в верхней части экрана, в статус-баре. Главное меню представлено в виде сетки из 12 иконок. Относительно предшествующей модели T610 графическое исполнение интерфейса заметно улучшилось. Встроенный телефонный справочник позволяет сохранить более 500 контактов. Каждому можно присвоить до 5 номеров, указать адрес электронной почты и ссылку на страницу в интернете, добавить фотографию, которая будет появляться во время звонка, индивидуальный сигнал вызова и записать голосовую команду. Если в карточке контакта несколько номеров, то для каждого возможна запись отдельной команды. Функция активируется удержанием кнопки регулировки громкости. В следующей вкладке указывается название организации и адрес, а в последней можно написать заметку с дополнительными сведениями в свободной форме. Функции справочника позволяют настроить быстрый набор избранных номеров, создать персональную визитку, сохранить резервную копию контактов в интернете, перенести номера с сим-карты в память телефона и наоборот, или отправить их на другое устройство, а также сгруппировать контакты для SMS-рассылок. Ввод текстовых сообщений осуществляется побуквенно или в режиме T9. В этом режиме можно включить или выключить показ списка возможных слов во время набора. На экране отправки сообщения есть удобный список недавних переписок для быстрого выбора контакта. В SMS-редакторе есть функция форматирования текста. Он позволяет изменять размер шрифта, стиль начертания и выравнивание текста, а также добавлять новые абзацы. К сообщению можно прикрепить стандартные звуки и анимированные смайлики. Знаменитый фирменный персонаж впервые появился именно в этой модели, а его плавная анимация и детализация выделялись на фоне конкурентов. Этот персонаж также появился в наборе монохромных смайлов и на картинках, предназначенных для отправки по ММС.
Помимо картинок и фотографий, мультимедийное сообщение может содержать текст, мелодию, диктофонную запись или видео. Цвет фона страницы и текста можно изменить на один из предложенных вариантов. К сообщению можно добавить несколько новых страниц, а время показа каждой из них регулируется с точностью до секунды. Таким образом, можно было синхронизировать переключение страницы с аудиодорожкой. Еще существовала возможность обмена сообщениями через сервис «Мои друзья». Для этого требовалось зарегистрироваться и заполнить профиль, загрузить аватар, указать информацию о себе, а также выбрать статус и настроение по аналогии с ICQ. Сервис позволял общаться как в личных, так и в групповых чатах. В числе прочего, устройство поддерживало электронную почту с возможностью отправки любых типов вложений, от визитных карточек до медиафайлов. Принадлежность телефона к семейству камерафонов ставила перед производителем высокие требования к удобству и качеству съемки, а массивный блок камеры и наличие кнопки ее включения на торце устройства лишь подчеркивали этот статус. Для фотосъемки доступно 3 варианта разрешения и специальный дополнительный режим, программно растягивающий фотографию стандарта VGA в 4 раза, но не добавляя при этом новых деталей. Отдельно можно выбрать степень сжатия изображения. Цифровое увеличение возможно только на пониженных разрешениях и настраивается джойстиком. Яркость снимка регулируется качелькой громкости, а для условий недостаточной освещенности есть ночной режим, увеличивающий выдержку, и светодиодная подсветка. Она работает только в режиме постоянного света. Для творческой съемки доступно более 20 различных рамок, которые адаптированы под каждое разрешение снимка. Они корректно накладываются даже в мегапиксельном режиме. Есть 4 стандартных эффекта – черно-белый, негатив, сепия и передержка, а также режим панорамной съемки. В этом режиме телефон создает одну фотографию из 3, автоматически склеивая их путем наложения краев каждого следующего кадра на предыдущий. В числе прочих функций есть таймер, который устанавливает 10-секундную задержку после нажатия кнопки спуска. Полученный снимок можно мгновенно перевернуть и отправить его мультимедийным сообщением. Чтобы перейти в режим видеосъемки, следует отклонить джойстик вправо. Большая часть параметров, доступных для фото, применимы и при записи видео, включая настройку яркости, ночной режим, подсветку и эффекты. Доступно 2 варианта разрешения, от которых зависит допустимое цифровое увеличение. Также есть возможность ограничить длительность видео, чтобы оно соответствовало требованиям для отправки через ММС. Все фото, видео и другие мультимедийные файлы хранятся в меню «Диспетчер файлов», где они, в зависимости от их формата, распределяются по разделам, а снятые на камеру телефона фото и видео попадают в специальные папки внутри этих разделов. В каталоге с картинками также присутствует более 2 десятков изображений, в числе которых цветные эмотиконы, предназначенные для отправки по ММС, анимированные заставки и другие картинки. Если выбрать любое изображение и открыть меню функций, можно обнаружить скрытый фоторедактор. В более поздних моделях телефонов этот инструмент был перенесен в раздел развлечения под названием «Фото-диджей». С помощью этого редактора можно накладывать на изображение стикеры, применять художественные эффекты, добавлять надписи, а также рисовать прямо на фотографии, выбирая цвет как из предложенной палитры, так и напрямую с изображения. Дополнительно доступны рамки, но их применение ограничено конкретным разрешением снимка. В разделе «Звуки» хранятся встроенные рингтоны и загруженные аудиофайлы. Телефон имеет поддержку мелодий в формате MP3, для прослушивания которых можно перейти в отдельный проигрыватель. Несмотря на то, что музыка в нем отображается единым списком, без возможности сортировки, плеер имеет несколько дополнительных функций. Например, есть возможность настроить звучание с помощью эквалайзера, выбрав один из пресетов или настроив частоты вручную, и активировать воспроизведение в случайном порядке. Также плеер можно свернуть для прослушивания музыки в фоновом режиме. Таким же образом можно слушать и радиопередачи через встроенный радиоприемник, но работает он только в связке с гарнитурой, которая выполняет роль антенны. Устройство позволяет сохранить до 20 радиостанций, добавить которые можно 3 способами: автоматическим сканированием станций, вводом конкретной частоты или через ручной поиск. При недостаточном качестве приема можно переключиться в режим моно для улучшения сигнала.
Папка «Видео» содержит короткий рекламный ролик с простым посылом. К700 — это не просто телефон, а устройство, которое помогает запечатлеть мир с нового ракурса. Еще в диспетчере файлов находится директория для тем оформления и папка «Игры», в которую еще можно попасть через меню «Развлечения». Всего в телефоне 2 игры. Super Real Tennis — это трехмерный симулятор тенниса, который был разработан компанией Sega WOW, мобильным подразделением Sega. Игра имеет привычную для теннисных симуляторов систему управления, а благодаря 3D-графике появилась возможность выбора ракурса камеры из 3 вариантов. В режиме тренировки необходимо набрать как можно больше очков, отбивая подачи тренера. Однако за победы бонусные очки не начисляются. Если игрок пропускает мяч, счетчик очков обнуляется. В режиме свободной игры можно сыграть матч, выбрав одного из доступных соперников. Новых противников можно разблокировать, участвуя в турнире. Победа в турнире также приносит очки опыта, которые можно использовать для улучшения характеристик игрока. Вторая игра — это Darts, тоже выполненный в 3D-графике. Для тренировки предлагается сыграть в одну из 3 игр для одного игрока. Игра 501 получила название от стартового количества очков. Нужно постепенно вычитать набранные очки после каждого подхода, чтобы дойти до 0. Завершающим броском нужно набрать оставшееся количество очков путем удвоения. Для этого нужно попасть во внешнее кольцо нужного сектора. Игра 3 дротика очень похожа на 501. Разница лишь в том, что в начале игры начислено случайное количество очков, которое нужно вычесть за 3 броска. А в игре Count Up требуется за 5 раундов набрать как можно большее количество очков. Кроме тренировки, можно сыграть в 501 против компьютера, выбрав сложность, или посоревноваться с друзьями. На одном устройстве могут играть до 4 игроков. В игре 1 на 1 можно определить очередность подбрасыванием монетки или состязанием в меткости. А в компании из 3 или 4 игроков порядок ходов устанавливается по договоренности между участниками. Загрузка игр и приложений была возможна с официального портала или со сторонних ресурсов через веб-браузер. В процессе установки нового приложения предлагается выбрать для него целевую папку, а для игр с разрешением ниже экранного доступна настройка совместимого разрешения для корректного отображения. Еще в развлечениях есть аудиоредактор Music DJ, позволяющий создавать мелодии в формате MIDI из готовых блоков. В нем можно свободно комбинировать звуки разных жанров и регулировать общий темп композиции. Созданные треки доступны для редактирования даже после сохранения. Ниже находится диктофон, предназначенный для записи голосовых заметок и телефонных разговоров. О записи звонка собеседник будет проинформирован звуковым сигналом. Готовый аудиофайл попадает в папку «Звуки» в диспетчере файлов. Среди оставшихся директорий здесь находится пустая папка с приложениями, которая продублирована в органайзере, и прочее, куда попадают файлы, не относящиеся к остальным категориям. Диспетчер файлов также позволяет отслеживать объем свободного пространства и определять размер каждой папки в отдельности. В разделе «Органайзер» находится календарь, который встречает пользователя страницей текущего месяца. Через меню функций доступно переключение на недельное расписание, а выбор конкретной даты позволяет просмотреть связанные с ней события. Для добавления события требуется указать время его начала и продолжительность, после чего ввести заголовок, кратко описывающий событие, и место проведения. В завершение можно установить напоминание, выбрав время оповещения относительно начала события. Если новое событие пересекается по времени с существующим, на экране появится предупреждение. После сохранения оно будет отображаться на отдельной временной шкале в недельном расписании. Но телефон может напоминать не только о важных событиях. Для повседневных дел и запланированных звонков предусмотрен отдельный список задач. Для создания обычного задания достаточно указать его название и по желанию указать дату и время напоминания. Для напоминания о звонке вместо заголовка нужно указать телефонный номер. Тогда в заданное время будет предложено совершить вызов. После завершения задачи она может быть отмечена как выполненная. Инструмент заметки позволяет создавать короткие текстовые записи и выводить их на дисплей в режиме ожидания. Будильник может работать в 2 режимах – однократном и повторяющемся в выбранные дни недели. Во время его активации можно выбрать и мелодию из списка рингтонов. Будильник срабатывает даже если устройство выключено. Также присутствуют функции повтора сигнала.
Таймер поддерживает установку времени с точностью до секунды. После его запуска устройство переходит в режим ожидания. На экране при этом отображается текущий отсчет вместо стандартного вывода даты. Секундомер тоже может работать в фоновом режиме. Он позволяет фиксировать до 9 промежуточных временных отрезков. Во время замера каждого сегмента показ времени на секунду приостанавливается для удобства считывания результата. Встроенный калькулятор выполняет базовые арифметические операции. Выбор и подтверждение действий осуществляется джойстиком. Среди дополнительных опций есть расчет процентов и сохранение одного введенного числа или полученного результата. Памятка кодов предназначена для безопасного хранения конфиденциальной информации, паролей или номеров банковских карт. Для этого необходимо задать четырехзначный защитный код и контрольное слово. Примечательно, что при неверном вводе защитного кода система не блокирует доступ к памятке, но автоматически подменяет все данные на ложные. Сохранить можно до 10 паролей. Все настройки телефона разделены на 4 тематические вкладки. Например, в звуках и сигналах можно отрегулировать громкость звонка или включить опцию постепенного нарастания, выбрать мелодию вызова и сигнал сообщений, активировать беззвучный режим и вибрацию, а также управлять звуком клавиш. В настройках дисплея можно установить фоновый рисунок для главного экрана, выбрать тему оформления, заменить приветственную заставку во время запуска устройства и заставку с часами в режиме ожидания, настроить параметры подсветки. Раздел «Информация о вызовах» включает настройку переадресации, установку ограничений на определенные типы звонков, отслеживание длительности и стоимости разговоров, количество сообщений и объема данных, отключение определения своего номера и регулировку параметров hands-free. Большая часть этих параметров настраивается отдельно для каждого режима работы устройства через меню «Профили», расположенное в первой вкладке настроек. Всего доступно 8 профилей. Каждый из них, кроме обычного, можно переименовать, а также настроить автоматическое переключение на него при подключении того или иного аксессуара. Ниже находятся настройки даты и времени с возможностью выбора формата, смены часового пояса и установки летнего времени. Далее можно изменить язык пользовательского интерфейса и скрыть неиспользуемые языки ввода. Тогда при нажатии в текстовом редакторе клавиши смены языка откроется список выбранных. Если же оставить только два языка, переключение между ними будет осуществляться без перехода в меню. В настройках голосового управления можно удалить или отредактировать голосовые метки, включить воспроизведение имени контакта во время входящего вызова, записать команду для ответа на звонок и волшебное слово для активации голосового управления при использовании устройств hands-free. Еще в общих настройках можно просмотреть краткую информацию о телефоне, настроить действия при отклонении джойстика в режиме ожидания, управлять блокировками сим-карты, телефона или клавиатуры, запустить мастер настройки и восстановить заводские параметры устройства. Меню «Связь», помимо настроек сотовых сетей и интернета, содержит параметры Bluetooth-соединения. Здесь можно добавить другие устройства в список доверенных и дистанционно управлять персональным компьютером или отдельными приложениями, включая медиаплееры и презентации PowerPoint. При подключении беспроводной гарнитуры доступно переключение звука между телефоном и аксессуаром непосредственно во время разговора. Кроме того, список контактов, события календаря, задания и заметки можно было синхронизировать с удаленным сервером в интернете после настройки необходимых параметров. Устройство также поддерживает инфракрасные соединения для обмена данными с другими телефонами или компьютерами. Оно активируется в разделе «Связь» или через меню быстрого доступа на главном экране. Телефон Sony Ericsson K700 приобрел культовый статус благодаря удачному сочетанию мультимедийных функций, прекрасному экрану, поддержке всех основных интерфейсов для передачи данных, а также наличию камеры с возможностью видеосъемки. К слабым сторонам телефона пользователи относили небольшой объем встроенной памяти и низкую надежность навигационного джойстика. В качестве альтернативы K700 можно было рассмотреть музыкальный телефон Motorola E398 с качественными стереодинамиками, но без видеокамеры, Siemens S65 с продвинутой мегапиксельной камерой, но без MP3, или Nokia 6230 с радиоприемником и поддержкой Edge. Все эти телефоны, в отличие от K700, имели также слот для карты памяти, что было их существенным преимуществом. Для тех, кто хотел сэкономить, Sony Ericsson предложила две новые модели – T630, как улучшенную версию T610, и K500, упрощенный вариант K700.
А спустя год компания выпустила К750, добавив в него все, чего не хватало предыдущей модели, и существенно улучшив характеристики. Это позволило ему стать самым продаваемым телефоном за всю историю бренда.